Здравствуйте, меня зовут Сибирика. Добро пожаловать на мой канал Сиби Лав Таро. Сегодня расклад «Ваш будущий муж». Очень подробная сигнификация вас, сигнификация вашего будущего мужа, встреча и так далее. Приступаем. Королева кубков. Вы можете быть водного знака зодиака, но не обязательно. Вы находитесь в таких энергиях сейчас. В данный момент вы решаете вопросы с вашим императором, с вашим мужчиной. И эти вопросы достаточно острые. Возможно, происходят какие-то конфликты. Вы по отношению к этому мужчине в чувствах, а мужчина показан очень холодным, отстраненным, даже жестоким, я бы сказала. Когда-то для вас этот мужчина казался шансом. Был он для вас любимым. И между вами действительно вспыхнули чувства. Но потом ваша интуиция начала вам подсказывать, что эти отношения неправильные, потому что в этих отношениях вы вкладывались очень много. Вы отдавали буквально всю себя. Вы что-то себе запрещали, вы в чем-то себя ограничивали. По Верховной Жрице также может пройти ситуация, в которой вы были тайной женщиной у этого императора. То есть мужчина был семейный, был женат. Давайте уточним именно на императора. Здесь выходит обман со стороны императора, ложь, предательство, измены. При этом тяжесть. Все указывает на то, что мужчина действительно состоит в отношениях, в браке, а вы являлись тайной женщиной. На Верховную Жрицу падает дьявол. Действительно, вы в этих отношениях выступали в качестве любовницы. Что же произошло? Произошло то, что к вам пришло осознание, понимание, информация, что у данного императора с его императрицей все прекрасно, у них прекрасные отношения, у них радость жизни, у них полные кубки, у них замечательная семья. И все это разбило вам сердце. Ваши мечты рухнули. Пришло осознание того, что мужчина вами играл, что мужчина не воспринимал всерьез ваши отношения, что для него это была интрига. Очень долгая борьба с собой, внутренняя борьба. И сейчас вы выходите в новое.
Вы готовы обнулиться, отпустить эту ситуацию, отпустить этого мужчину и идти в новое, пусть и неизвестное будущее. Вот такая сигнификация ваша. Если сигнификация вам подходит, продолжайте смотреть это видео. Если сигнификация вам не подходит, посмотрите другие видео на моем канале, либо другого таролога. Какой мужчина для законного брака, для счастливой семейной жизни идет в вашу жизнь? К вам идет король мечей. Этот мужчина очень серьезный. Он сдержанный. Этот мужчина не будет распыляться, показывать свои чувства, какие-то истерики устраивать. Нет, он не будет. Он сдержан, продуман и иногда хладнокровен. Этот мужчина может быть военным, врачом, судьей, вообще человеком, который работает с металлом, программист. Также мужчина, который занимается ремонтом автомобилей, он тоже работает с металлом. Мужчина очень умный. Мужчина бывает резким, может ранить словом. Мужчина к вам идет достаточно скрытный, не рассказывает о себе многого и в свое пространство особо не пускает, тщательно охраняет свои личные границы. Мужчина, который воплощает свои идеи в реальность, обдумывает их и воплощает. Покажите, пожалуйста, поподробнее этого мужчину. Нам не хотят подробно описывать мужчину. Информация закрывается о характере и внешности мужчины для вашего блага, чтобы вы не стали тонуть в своих фантазиях и не пропустили этого человека, спутав его с кем-то другим. Единственное, что нам здесь говорят, что мужчина сейчас начинает новый этап своей жизни. И у него, в принципе, все хорошо на данный момент. У него есть дом, уют. В этом доме он один. И сейчас начинает новый этап. Это нам говорит и паж жезлов, то есть у него какая-то новая идея, новые стремления, новые начинания. И вот с этими начинаниями он идет в свое новое будущее. Так же, как и вы. Начинает новую жизнь. Покажите, пожалуйста, как девушка, женщина познакомиться с этим мужчиной. Здесь говорят карты не как, а когда. Ваше знакомство
произойдет сразу после того, как вы прекратите бороться сами с собой, сопротивляться новому. Чего-то вы себя переубеждаете, чего-то вы сами с собой спорите. Вот когда вы договоритесь сами с собой, ваша встреча произойдет. Мужчина появится в вашей жизни очень необычно. Предстанет он перед вами победителем. Вы его заметите сразу. По карте Солнца он будет очень яркий, красивый, немного эгоистичный, а может быть и не немного, мы сейчас это уточним. Ну нет. Мужчина тоже проходил свои уроки, и в прошлом, да, он был достаточно эгоистичен. Но сейчас, идя в новое, мужчина становится как-то мудрее, мягче и приземленнее. Как вы встретитесь? Обстоятельства вашей встречи. Опять же говорят о том, что вы встретитесь с этим мужчиной, когда перестанете ждать возвращения прошлого, когда вы отпустите свое прошлое и перестанете ожидать это прошлое. Вы выйдете в энергии императрицы. Вы будете довольны собой. Вашими приоритетами будут ваши желания. Вы будете стремиться к чему-то новому, создавать для себя новое. Вы будете творить свою судьбу сами. Вас не будет заботить, есть с вами мужчина рядом или нет. Вы будете абсолютно самодостаточны. Вы будете счастливы, спокойны и гармоничны сами с собой. У вас будут новые начинания и успехи в этом начинании. И все же, скажите, пожалуйста, как, где, при каких обстоятельствах произойдет встреча? Очень необычная встреча. Не хотят показывать четко, дают намеки. Ваша встреча будет приближаться, прям подойдет к вашему порогу в тот момент, когда ваш союз на вашей работе претерпит колоссальные изменения. И эти изменения будут неприятные, потому что на вашей работе, в которую вы очень вкладывались, которой очень дорожили и которую очень любили, произойдет какая-то нечестность, обман, предательство. Вам об этом станет ясно. По рыцарю мечей возможны конфликты, споры, выяснение отношений, и вами будет принято решение уйти с этой работы. Вот тогда вы и встретитесь. Вы будете отдыхать после вот этой борьбы
выяснений на работе, после ухода вы будете отдыхать. Где вы будете отдыхать? Вы будете в компании какого-то человека, который будет вас очень сильно поддерживать и успокаивать. Это может быть ваш друг или подруга. Нам показывают энергии человека, который действительно будет вам очень сочувствовать и стараться вас поддержать и эмоционально успокоить. Мужчина вас заметит сам, и какие-то шаги и действия он предпримет сразу же. По 8 жезлов его решение будет очень быстрым, по магу очень напористым. Также здесь говорится о том, что, возможно, речь зайдет о работе, и мужчина услышит ваш разговор, вмешается и предложит либо какое-то обучение для работы, либо действительно предложит какую-то возможность заработать, либо поработать где-то. Вы мужчине очень сразу понравитесь. Очень понравитесь. Вы произведете на него впечатление очень красивой, необычной женщины. И почему-то все его мысли будут о том, что вы женщина для семьи, женщина для любви, женщина для домашнего очага. И действительно, ваш разговор начнется с каких-то финансовых вопросов, либо конкретно связанных с работой. Давайте посмотрим, как будут развиваться ваши отношения. Мужчина не будет витать в облаках, не будет сидеть и мечтать о вас. Мужчина будет действовать. По рыцарю жезлов он будет очень ярко, очень страстно к вам проявляться. По тузу мечей его чувства и намерения вам будут абсолютно понятны. Ваше разбитое сердце по справедливости получит исцеление, потому что вы это заслужили, потому что пришло время радоваться, а не страдать. Этот мужчина даст вам возможности, силы выйти из своих ограничений и страхов. Если вы себя в чем-то ограничивали, эти ограничения спадут. Он их просто развеет. Кто-то был недоволен своей внешностью, кто-то недоволен своей фигурой. Этот мужчина убедит вас в обратном, что вы самая красивая, самая желанная, и для него вы настоящая звезда. Этот мужчина трансформирует вашу жизнь, приведет вас к гармонии, спокойствию, умиротворению и стабильности. У вас не будет эмоциональных качелей, у вас не будет недосказанностей, лжи, обманов. Вы будете в этом человеке абсолютно уверены и будете абсолютно
спокойны. Наконец-то придет понимание того, что это и есть тот самый император. Не тот мужчина, у которого вы были тайной женщиной, а именно вот этот новый, он и есть настоящий и истинный император. Именно он подарит вам нежные, добрые чувства. Именно он даст вам шанс и перспективы на семью. И именно он послан вам высшими силами для брака, для любви, для гармонии, для счастья. Вам больше не придется выбирать себя или мужчину. Вам больше не придется ждать действий от мужчины. Вы больше никогда не будете злой, недолюбленной, обиженной, холодной королевой мечей. Вы будете очень сильной, вы будете в своей женской силе. Вы будете дающей и принимающей. Мужчина будет давать и принимать. У вас будет здоровый энергообмен. У вас будет стабильность. И вам больше не придется защищаться, бороться, огораживаться и беспокоиться о том, что вам кто-то снова разобьет сердце. Вы станете мужем и женой. И в этом браке вы будете капризной девочкой. В этом браке вам будет позволено капризничать, просить, требовать, отказываться. Мужчина с удовольствием будет исполнять ваши капризы. Ему это будет даже нравиться. Очень быстро, очень стремительно ваши энергии поменяются. Вы станете еще красивее. Вы станете еще моложе. Вы станете очень быстро меняться, даже внешне, потому что вы будете светиться от счастья. И это счастье, этот внутренний свет будет менять и вашу внешность. Вы действительно очень сильно изменитесь, и люди будут говорить вам, что вы такое сделали с собой, что стали настолько красивы, прекрасны и молоды. Теперь вы та женщина, которая будет управлять мужчиной. Его бешеное притяжение к вам не оставит ему шансов. И в этих отношениях главной будете вы. Вы будете направлять эти отношения в нужное вам русло. И начнется ваш новый мир. Ваша тяжесть прошлого, обиды, боль, страдания подходит к концу. К вам идет прекрасный император,
Девятка кубков, счастье, любовь, гармония и исполнение вашего заветного желания. Любимый мужчина с огромным кубком любви и нежности к вам, с радостными встречами, радостью, приятными разговорами, наполнением идет в вашу жизнь. Пожалуйста, мечтайте дальше. Именно ваши мечты притягивают этого мужчину в вашу жизнь. Вы его сами себе намечтали, и он к вам идет. С вами была Сибирика. Счастья, здоровья, любви, надежного и любящего человека рядом. Увидимся в следующем видео.